В общем, вот оно первое ведро с нашего колодца. Виктор уже балуется. В общем, приехали мы в администрацию нашего района Рамонского, Воронежской области, пообщаться по поводу земель, дорог и так далее. Ура, товарищи! Теперь у меня будет и вода, и кольца. Даже здесь у меня лежала металлическая штучка для ног, чтобы чистить. Даже ее украли. Привет всем тем, кто забрел на наш канал. Мы находимся очередной раз в нашем свежекупленном доме на хуторе Воронежской области. В позапрошлом видео я выкладывал, как в ванной отсыпал полы, точнее засыпал грунтом, засыпал отсевом, притрамбовывал это все дело. Укладывал пеноплекс для того, чтобы пол был теплый. Ну а в данном ролике мне нужно теперь уложить сетку армирующую, залить это все стяжкой и дать высохнуть. В общем-то, те, кто смотрят меня, знают, что я недавно сделал скважину. Но в эту скважину я не опускал насос, его еще даже не покупал, потому что есть опасность, что я его просто оттуда один не подниму. Есть на участке еще один колодец, который не использовался. Для этого я купил вот такой обычный вибрационный погружной насос, диолдовский, шланг, тросик и так далее. В общем, моя задача сейчас первая — собрать этот насос. Опустите, чтобы у меня появилась вода. Задача вторая — это собрать бетономешалку для того, чтобы сделать себе раствор для стяжки. Ну и третья — залить саму стяжку. В общем, что из этого выйдет, я думаю, вы сможете увидеть в данном ролике. Если вам, кстати, интересно за всем наблюдать, то подписывайтесь. Ну, а мы начинаем. На насос сказали гарантия год. Я, конечно, знаю эту уже гарантию, проходили. Ну, пускай будет. Вдруг что-то поменяется в отношениях у людей. В общем, купил я вот такой зеленый шланг садовый. Гадость редкостная. Его все время вот так вот складываем где-то. В общем, жесть. Ну ладно, что купил, то купил. Насос все установил, пробую. Где-то чему-то стало плохо. Потекла вода. Не знаю, почему он первый раз не допустил. В общем, вот оно первое ведро с нашего колодца. Виктор уже балуется. Он за сегодня нашкодил уже, мама не горюй. И чуть провод с розеткой в колодец не опустил. И абсолютно новый насос перекусить попытался. Вон оно место. Вот. И так далее. Шкодник, короче, шкодник. Но в колодце, я так понимаю, воды очень мало. Одно ведро налил, и уже там что-то непонятное. Кстати, вот такая у нас кухня. Чайник, плитка, сковородка. Сегодня у меня на обед яичница, больше ничего нету. Причем, по-моему, яичница даже без соли. Вот. Ну, суть не в этом. Мы пока вот в одной комнате все у нас хранится. Все барахло буквально. Вот. Ну, как говорится, в тесноте да не в обиде. Сделаем ремонт, будем уже обживать все гораздо лучше. Нам быстрее надо сюда заехать. Многие спросят, почему нужно быстрее, по двум причинам. Причина первая. Мы тратим деньги на квартиру, снимая ее, платим за коммуналку, за квартиру, плюс мы очень много денег тратим на дорогу туда-сюда. Каждый день один, а то и по 2 раза ездить, это 500 тысяч рублей в день.
мы как бы тратим на дорогу. Ну, меньше, конечно, иногда чуть больше, но в среднем 500-600 рублей в день. Вот, это причина первая. Ну и причина вторая, задачи, которыми я планирую заниматься на своей земле. Чем дольше мы не живем тут, тем дольше оно откладывается, соответственно, мой заработок меньше, чем мог бы быть потенциально. По этой причине нам нужно заехать сюда как можно быстрее. Такой у нас скромный ужин. Мы сегодня мужиками. Да, мужик? Да, пап. Вот, чаек с сахаром, яичничка без соли, Нет, черный хлебушек. В общем, приятного аппетита тем, кто, если кто-то кушает. Лично я часто смотрю YouTube тогда, когда кушаю. Пока сынуля балуется с водой и мечом, я пришел за штативом и показать вам разбор бетономешалки, точнее сборку. Ну, вот такая получилась бетономешалочка. Сын в воде барахтается. Ведро ему набрал с колодца. Счастливый, довольный, только балуется сильно. Ну, в общем, такая получилась бетономешалочка. Она на 120 литров по паспорту. Ну, вот. Сын немножко мне помог смазать все хорошенечко герметиком. Но кашу маслом не испортишь. Меня интересует тема, она запустится или не запустится. Как считаете? Ой, делаем ставки, да? А то китайские вещи настолько хорошие. Ну что, с Богом? Ура! Она работает. Все. В общем, бетономешалка работает, но у нас вот так портится погодка. Надо побыстрее заняться вопросом с отсевом и со всеми делами. То уже там громыхает что-то, чтобы успеть залить. Блин, интересно, успею я залить или нет. Тучки прям сильно подходят и обещали сегодня грозу. Я, как обычно, молодец. Я думал, что из деревни забрал вязальную проволоку, так как у меня ее там очень много. Но в итоге оказалось, что нет. И в магазине ее не купил. Поэтому буду пользоваться пластиковыми стяжками. Ну что делать, других вариантов нет. В общем, вот так я армировал будущую стяжку. Осталось теперь только залить раствором. И все. И все будет хорошо. Вот еще и погода такая. Вот я только выхожу на улицу, дождь начинает срываться. Захожу, перестает. А сегодня передавали прям серьезные осадки. Вот. И бог его знает, что делать. Домой ехать. Или вот это вот играть в угадайку. Вот это вот сворачиваться, разворачиваться уже поднадоело. Еще и шланг вот этот садовый купил ерундовый. Он постоянно перемерзает, твердеет. Короче, ерунда жуткая. Зря я его купил. В общем, я подумал хорошенечко и решил поехать домой. Потому что вот эти вот разложился, сложился. Не очень так интересное дело. А дома у меня полно дел. Даже, пожалуй, целых 2 видео смонтировать для вас. Так что увидимся завтра. Ну, для вас это буквально будет через пару секунд. Привет, друзья! Это уже следующий день. Нет, это не следующий, это уже через день. Сегодня, в общем, понедельник. На улице дикая холодина. Хотя буквально позавчера была дикая жара. Я хотел залить стяжку у нас на будущее, в будущей ванной, туалете, но погода меня согнала, пошли дожди. Вот вы, собственно, только что видели. Вчера я посвятил день отдыху, посвятил день монтажу видео. Вот. А сегодня нам надо с Олей съездить в МФЦ, съездить в районный центр по поводу
подписания договора с электросетями, забрать свои документы, заехать возможно в МФЦ, чтобы начать оформлять прописку в нашем доме на хуторе. В общем, приехали мы в администрацию нашего района Рамонского, Воронежской области, пообщаться по поводу земель, дорог и так далее. Вот меня что удивляет, они как будто под копирку все говорят. Бюджета нет, денег нет, ничего нет, техники нет и так далее. Вот одни и те же слова я от главы нашего района услышал и здесь. При учете, но эти еще говорят, а что вы к нам приехали, езжайте к главе. Я говорю, так глава не хочет с нами общаться, вообще никаких альтернатив, никаких способов, никакого ответа. Она ничего не знает, ничего не может, езжайте все сюда. Говорю, мы вот приехали, мы вот звоним. Вот. Короче, опять куча проблем, опять непреодолимые преграды. Я даже, честно сказать, не знаю, что делать, как делать. Даже где дороги. Смотрите кадастровые карты. Блин, как бы, ну это должен глава делать. Я говорю, если глава не хочет, что нам делать? Пишите письменные заявления. Ну, то есть, вот я, кстати, не знаю, может, вы знаете, если глава поселка не хочет что-то делать или не выполняет свои обязанности, как ее стимулировать для того, чтобы она начала это делать законодательно? То есть, куда писать, куда на нее жаловаться, если она не хочет этого делать? Потому что с дорогой надо что-то решать, а проблемы. И вроде как войну идти не хочется, но глава такая вся, я же говорю, с 20-минутного диалога с ней, 15 минут я слышал только о том, чего она не может и какая она бедная и несчастная. Но это как бы не конструктивный разговор. В общем, посоветовали нам сделать какой-то тест, что это такое, я не знаю, будем выяснять. Но с дорогой надо что-то решать. Ну что из этого выйдет, вы узнаете на нашем канале. Не знаю, правда, через сколько роликов. Я даже не знаю, через сколько лет, если честно. Но надо что-то делать. Ну вот, нас можно теперь официально поздравить. Здесь эти бумажки называют зеленками. Теперь у нас есть зеленки на наш дом. Да, теперь мы с документами на хутор. Полноправные. Полноправные, да-да-да. Не так только, чтобы деньги отдали, называемся теперь хозяевами. Теперь у нас есть документы. Вот так вот. В 7 утра. Моя любимая готовит завтрак. Я не готова, ну, похоже. На сонную женщину. Девочку любимую. Сейчас опять скажу, срач. Да. В общем... Это не я, сейчас тут хозяин. В общем, 7 утра. Сегодня должен приехать экскаватор и кольца. Я поеду, вон он, мой шевик. Сегодня на нем, что дорога обещает быть так себе. И да и дожди на карнивальчике я не проеду. В общем, сегодня задача выкопать ямы под люки, установить кессон под кессон кольца, установить ямы под септик, точнее кольца под септик. Ну, планов на сегодня много. На улице, кстати, похолодало жестко, 13 градусов. Холодина неимоверная. Вот знаете, что самое печальное для меня? Вот в этом всем ремонте. Вот в этом всем. Дело в том, что пока я грел по утрам свои автомобили, вот там стояли брусья, парничок. И я как бы старался с утра раз 10 подтянуться, раз 20 отжаться. Так, просто для себя, для поддержания. Также в обед я старался это делать, уже на обед приезжал. Ну, в общем так, для развлечения. Теперь этого нет. Ну, я уверен в том, что все это дело назад потом восстановят, когда доделают площадку. Хотя, если честно, кроме меня, я никого не видел, чтобы кто-то занимался на этих брусьях, на этом турнике. При учете я это все рассказываю не для того, что я такой мега крутой парень. Нет, это я уже сюда приехал и стал потихонечку для себя заставлять делать для физической нагрузки. Вот. И что-то мне это так понравилось, не в напряг. Я до этого занимался несколько лет тяжелой атлетикой, и меня, честно сказать, напрягает, что нужно выделять по несколько часов, там, 3 раза в неделю. Мне жалко этого времени. То есть на саму тренировку не жалко, а на вот это приехать, распаковаться, запаковаться, там, принять душ после тренировки и так далее. Этого времени мне было жалко. А здесь я с утра вышел, пока машину грею, раз-раз подтянулся, отжался, уехал. В обед приехал, машину поставил, быстренько пошел, еще раз 10-15 подтянулся, раз 15-20 отжался, пошел пообедал.
Вот и за день уже получается раз 20-30 минимум ты подтянулся. И раз 50, 40-50 отжался. И прям чувствуешь себя отлично. Вот и забрался к себе на хутор. Тишина. Класс. Никакого города. Просторно. Теперь мне надо сейчас сделать пару фотографий для дизайнера, который сайт нам рисует. И делать заодно оформление канала. Ему нужны нормальные фотографии нашего домика. А то, ну короче, канал меняется, название меняется, все меняется. Я об этом говорил в прошлых роликах. Вот. Скоро вы сами все увидите. Ура, товарищи! Теперь у меня будет и вода, и кольца. Я, получается, оттуда еще кину сейчас траншею сразу, пока человек будет копать под кольца, я уложу трубу и мне ее, скорее всего, засыпят сразу. В общем, все ништяк. В общем, пока человек копает траншею под воду, я сейчас поеду быстренько куплю трубы пластиковые и уложу их. Короче, чтобы уложить и сразу засыпать. Ну, закупился я, в общем, опять. Планировал уехать на полчасика. В итоге 2 часа меня шайтан носил по Семилукам. Ну, недалеко, короче, от нас городок такой находится. Закупил трубы, купил опять себе инструмент. Инструмент в виде паяльника для труб. Я не очень хотел его покупать, но понимаю, что он стоит недорого, а брать его в аренду, в общем, проще купить, он недорогой. Думаю, еще пригодится, так как много чего делать, много куда надо будет заводить это все дело. Инструмент свой должен быть. Вот, и взял отбойный перфоратор, отбойный молоток, перфоратор и дрель в одном русле. Вот. Теперь думаю, зачем я брал дрель, если я купил другой инструмент. Ну, в общем, увидите попозже, что я купил. А сейчас я мчусь к экскаваторщику. Надо посмотреть, что он там сделал, самому интересно. Все, я приехал. Хотел показать. Вот трубы взял. Взял паяльник для труб. Но это на будущее я взял. В принципе, мне сейчас не особо нужен. Переходнички, уголочки и перфоратор, потому что надо будет пробить кольца сегодня для того, чтобы завести трубу. А у меня своего нет, я брал в аренду. В общем, теперь появился. Идем смотреть, что там наковырял экскаватор. Когда я уже начну пользоваться стабилизатором, чтобы вот так вот все не дергалось. Уже кучки. Кучки. И яма есть. Ого, глубокая ямка-то. Зато труба точно не промерзнет на такой глубине. Блин, мощь какая, а? Я бы столько по времени бы копал эту траншею. Но это, конечно, прям глубоко, она 2 метра. Не, ну 1,5 метра она здесь точно. Короче, мне сейчас надо в доме наметить, здесь подкопаться. Начать, короче, окапывать, чтобы трубу сюда завести. А то меня все тут пугают, что тут такие дикие морозы, я перемерзну то с канализацией, то с водой. Ну, короче, здесь довольно глубоко. Ура! Я, наконец, проковырял отверстие. Здесь будет выходить труба с питьевой водой. И здесь она будет расходиться куда нам надо. Здесь такой район умывальничка это будет. И будет все здесь разводиться. О, нам мой КамАЗик едет с колечками. Сейчас будем устанавливать. Я еще не успел выкопать. Ну ладно, думаю, ничего страшного, экскаваторщик чуть подождет. Пускай пока копает септик. Здесь вот такие дела. Вот под септик ямы роются, делаются.
Там вон кран стоит. Уже один колодец установили. Вот он. Вот там будет вода. А я вот тут пробился. Сейчас надо еще опуститься, чтобы трубу положить ровненько. И туда ее увести. Короче, не понадобится мне здесь уголок. Она прям плавно так и уходит. Вот такие дела. Меньше соединений, я больше этому рад. В общем, такое прикупил себе перфоратор новенький. Сейчас буду пробовать. Надо вот тут в кольце отверстие проделать под трубу. Фух. Ну, продолжаем. Ну вот, готово. 5 минут. И отверстие сделано. Вот интересно, то ли раствор фиговый такой, что быстро так просверлил, либо перфоратор такой хороший. Но он прям очень хорошо взял. Быстренько пробил. Вообще одно удовольствие. Ну, потихоньку закупаемся инструментом. Для дома он нужен. Я вообще так примерно прикинул, сколько раз мне нужен будет перфоратор, чтобы проложить трубы, вывести туда-сюда, по дому растянуть, с электрикой, ну и тому подобное. И он мне будет раз 5-6 минимум. Его я купил, по-моему, что-то тысяч за 6. Либо брать в аренду, но это будет не твое. А так я отдал 6 тысяч, у меня останется инструмент и сделаю то же самое, нежели чем просто подарю дяде. Но хотя, когда я бил фундамент под канализационную трубу, там я решил взять, попробовать, что это такое. Ох, так, трубу я закинул. Кстати, по-моему, слишком часто я говорю фух. Ну, наверное, потому что я снимаю промежутки с работой. Если что, не злитесь. В общем, трубу я вон закинул, в колодец завел. Теперь мне осталось кинуть кабель. Вот этот. Я взял кабель, не пожалел для насоса. Взял 2 на 2,5 квадрата. Жесткий. С ним многожильный. И как он там? Ну, короче, вы поняли. Есть многожильный, а есть вот твердожильный, двухжильный. Вот двухжильный я взял. На нем насос спокойно должен работать. На нем 2-3 сварочных моих могут работать. У меня хорошие сварочные. В общем, такие дела. Осталось протянуть кабель и можно засыпать. Здесь вон тоже кольца установили. Все засыпается. Сейчас это будет септик. Это я уже говорил раз 20, наверное. Вот отсюда вот труба и сюда. Здесь на уровень фундамента распланируется потом земля. Ну и как бы будет немножко утеплена. Это вот касаемо септика. Пойдемте глянем, все ли там в порядке. Ну, трубы там достаточно, а вот с проводом я малость накосячил. Точнее, я не накосячил, его просто больше не было. И опа! О, не, все нормально. Провод вон он, труба вот она. Все будет. Ну, 7 часов вечера, что мы имеем? Двор вот так немножко распланировали. Конечно, грязища теперь будет после дождя неимоверно. Но тем не менее, мы все равно планируем здесь все это равнять, засыпать нормально. Здесь на кольца немножко глубже посадили, чем планировали. В общем, надо будет ставить потом еще доборки покупать. Здесь и здесь. Здесь тоже распланировали. Оставили кучки как раз вдоль траншеи. Как идет вода. Вот будет идти вода, труба. Вот. И сам, собственно, кессон. Глубиной он получился 2,5 метра. Я думаю, там точно не должно ничего замерзнуть. Так же, как и с трубой. Вот. Единственное слабое место там возле фундамента. Между фундаментом и это. Ну, тоже здесь сделается отмостка, и тоже ничего не должно быть. Все должно быть хорошо. То есть нигде ничего не должно перемерзнуть. Вот мне все-таки очень интересно, удастся ли мне сэкономить или нет. В итоге я рассчитывал где-то на 40-45 тысяч, что мне выйдет копка этого всего дела с кольцами, с доставкой, с установкой и так далее. Но в ходе работы трактор немножко поломался, задержалось. Получается, задержался манипулятор, ему пришлось переплатить. То есть все, ну, в общем, полтинник у меня получилось по расходам за сегодня. Плюс, ну, грубо говоря, округляем 100 тысяч. Это
сама скважина. Вот, уже 150. Еще осталась автоматика, ну, как бы многие вещи, такие там накопитель, автоматика и так далее. Но все равно получается пока ощутимо дешевле делать самостоятельно, чем мне назвали, если бы сделали все это под ключ другие. Но насколько это выйдет ощутимо, насколько точнее это самое ощутимо, я расскажу уже тогда, когда полностью заведу, все сделаю, сложу все цифры и скажу, что мне предлагали, что вышло у меня, насколько я сэкономил.